Всем привет! Без лишних прелюдий добро пожаловать в новогодний выпуск рубрики Что? Напоминаю, что тут я рассказываю вам факты, которые вы бы просто так вряд ли загуглили. И сегодня специальный выпуск, который должен создать вам новогоднее настроение, если у вас его нет. А в конце вас ждет наше поздравление, так что не отключайтесь раньше времени. В смысле, никуда не уходите. А то праздники можно по-разному отключаться. Помните, год назад я вам уже рассказывал про то, что снег нельзя хапать. А что если вы будете идти высоко в горах и увидите розовый снег, который на вкус и запах будет арбузным? Да, вам не послышалось. Дело в том, что в некоторых высокогорных районах реально можно встретить снег розового цвета, который по запаху и, как говорят дегустаторы-экстремалы, не боящиеся обосраться, по вкусу на самом деле напоминают всеми любимый арбуз. Это явление существует благодаря особому виду снежных водорослей Chlamydia monada nivalis. Вот они, только они зеленые. Чё за бред? Да, они-то зеленые, пока активные, но когда нужно пережить что-то экстремальное для них, в стадии зиготы они покрываются защитным пигментом, который защищает их от ультрафиолета, и именно он придает розовый, красный или оранжевый оттенки. Хотя, если бы я такое увидел, то подумал бы, что тут было побоище пингвинов. Но есть и другие водоросли, которые окрашивают снег в зеленый и серый цвет, кстати. Все это называется цветение снега. Есть еще желтый, но вряд ли там водоросли виноваты. Это все, конечно, забавно, но у этого явления есть и отрицательная сторона. Все дело в том, что цвет снега становится темнее, поэтому он начинает быстрее нагреваться и таять, что в свою очередь влияет на повышение уровня моря. Водоросли пытаются нас убить. Почему об этом все молчат? А я не могу молчать о вопиющем случае жестокости. Вот смотрите, мы привыкли обычно отмечать зимние праздники, сидя со своей семьей или друзьями за столом, кушая салатики и вообще не думая о каких-то обидах на людей, которые сейчас находятся рядом. Вам же никогда не хотелось прямо на празднике подойти к члену семьи или другу и смачно дать в морду? Нет? А вот кому-то такое очень нравится. В одной из провинций Перу местные жители собираются в Новый год и празднуют его, как бы так сказать, по-особенному. Они избивают друг друга. Все происходит 25 декабря на фестивале Таканакуй. И я сейчас не матерился. Все начинается с обычной пьянки-гулянки, ну, как почти любой фестиваль. Но в конце формируется круг и открывается бойцовский клуб, где могут участвовать женщины, мужчины, старики и даже дети. Они реально бьют друг друга, как на обычной уличной драке. На самом деле, эти так называемые кулачные бои имеют глубокий смысл. Это древнючая традиция, с помощью которой местные жители решают конфликты, накопившиеся за год. И на бой вы можете вызвать кого угодно. Друзей, родных, любого, на кого вы столько времени точили зуб. Хотя, исходя из доступных материалов, я так и не увидел, чтобы дрались мужчина и женщина. Так что наверняка какие-то правила и принципы все же есть. Сами драки не буду показывать, лучше в описании найдете документалки об этом празднике. В конце боя в знак примирения всегда принято обнимать друг друга, а в завершении всех раундов участники пускаются в дикий дэнс и попойку. В общем, фестиваль преследует лишь добрые цели – помириться и укрепить отношения. Способ, конечно, своеобразный, но это культура и традиция. Но благо есть и не такие жестокие традиции. Например, те, которые связаны с Санта-Клаусом. В 1955 году произошла безумная рождественская история, которая связала его, военных и дезинформацию. Что? Короче, существует что-то типа организации, которая называется NORAD Track Santa. Как бы вкратце объяснить. NORAD — это командование воздушно-космической обороны Северной Америки. И однажды они начали помогать Санта-Клаусу развозить подарки, чтобы к нему никто не подлетел. Да, звучит как дичь, но дальше вы все поймете. Все началось в 1955 году, но даже сейчас вы можете вбить все это в поисковик и в канун Рождества отслеживать передвижение Санты в реальном времени и смотреть, где именно он пролетает. Также это можно узнать и по телефону, а добровольцы вам ответят точное местоположение. Весело, да, но военные тут при чем? Сайты гласят следующее. Один магазин в Колорадо-Спрингс в канун Рождества разместил объявление в газете, предложив детям звонить Санта-Клаусу. Только телефонный номер был указан с ошибкой, и звонки стали поступать в командный центр противовоздушной обороны. Взяв красный телефон, военный Гарри Шуб выслушал первого дозвонившегося ребенка, не стал вешать трубку, а начал придумывать координаты места, где пролетает Санта в данный момент.
После этого он сообщил своим коллегам, и все начали принимать звонки и отслеживать Санту для детей. С тех пор военные сделали прием звонков от детей ежегодной традицией под названием Норад Трек Санта. Красивая история, блин. Прям в душу. Жаль, что неправда. Неправда, которую продолжают форсить даже официальные лица. Красный телефон? Серьезно? Это тот, на который могут позвонить только определенные люди? Но все намного проще. Опять помогут мои любимые газетные архивы. Мы находим сообщение от 1 декабря, что совсем не канун Рождества как бы, где сообщается, что 30 ноября один ребенок сам ошибся номером в 2 местах и действительно хотел разузнать о Санте. Разумеется, это была незащищенная линия, и разумеется, ребенок был один. И все, история могла закончиться, но в канун Рождества военные вспомнили, что было бы прикольно об этом рассказать. Поэтому почти через месяц, 23 числа, в газете появляется сообщение о том, что они отслеживают Санта-Клауса и всячески оберегают. А для чего это все? А вот тут уже интересно. Сами подумайте, холодная война, время непростое, военные создали ситуацию, в которой они как бы герои для всех. Это очень умно. Почему я так думаю? Да потому что они и раньше этим занимались, и у меня есть доказательства, опять же в виде архивов. Они отслеживали Санту еще в 48 году, видимо, чтобы разрядить ситуацию. Но именно после 55 года это стало традицией. Так что в этой истории много мифов. И если захотите исправить об этом информацию в Википедии, допустим, то все нужные скрины газет в хорошем качестве я оставил в описании. Главное, что все это в итоге переросло в трогательную историю про отслеживание Санты. Здрасте, а не подскажете, где сейчас Санта? Ага, да, спасибо большое. Я иду за своими подарками, мразь. Но что если ему или Деду Морозу просто так отправить письмо? Вы же делали так в детстве? Письмо всегда оставалось без ответа, а желанный подарок в новогоднюю ночь лежал под елкой. То есть этот старый пердун прилетел, и не лень было, а вот ответ прислать не удосужился. Так вот, чтобы детишки не расстраивались, в Канаде почтовая служба присвоила Санта-Клаусу свой индекс с отсылкой на его всем известный смех. Хоу-хоу-хоу. И это не выдумка. Индекс на самом деле действительный и полностью соответствует стандартам Канады. Когда письмо доходит до адресата, на него отвечает специальное подразделение почтовой службы. Поэтому детишки всегда могут прочитать то, что лично им пожелал Санта. Конечно же, настоящий. Праздник нам приходит всегда, что. 2020 год был каким-то диким. Если вы вдруг захотите сжечь календарь на этот год, то не стоит. Он еще пригодится вам вот в этих годах. А если нет денег на календарь 2021 года, то можете взять один из этих. Они все равно одинаковые. В описании, кстати, оставлю сайтик, где можно посмотреть, в какие года какие календари повторяются. Кстати, сейчас в Новый год. Можете ли вы себе представить, что смотрите «Голубейший огонек» или любую другую новогоднюю дичь по черно-белому телевизору? Зачем это представлять? Ну, действительно, вы же не в Великобритании живете. Тысячи семей там до сих пор смотрят черно-белый телевизор. И делают это они не потому, что им нравится, что за бред, а потому, что для многих цветное телевидение – это своего рода роскошь. В чем тут прикол? Все дело в том, что в Великобритании существует эдакая лицензия на просмотр телевизионных программ, с помощью которой телевещательная компания BBC получает финансовую поддержку от собственных зрителей. Пользуетесь телевизором? Извольте платить налог. О, я смотрю, вы любите передачи в цвете. Будьте добры, с вас около 150 фунтов. До хрена, кстати. А лицензия на черно-белое телевидение стоит втрое меньше, поэтому выбор многих падает именно на него. Конечно, есть еще один вариант. Выкинуть нахер телевизор. Четвертого варианта просто нету, обмануть систему не выйдет. Этот сбор считается за налог, и уклонение – это преступление. Только за 18-19 год было найдено 216 тысяч любителей смотреть телевизор без лицензии. Негодяи какие. А это что у нас? Данные опубликовала компания TV Licensing, и с каждым годом черно-белых телевизоров становится все меньше, ну или их владельцев. Что, кстати, логично, хоть и грустно. Несмотря на то, что цветное телевидение было запущено в Великобритании в 1969 году, в 2000 году в стране было 212 тысяч лицензий на черно-белое телевидение, а в 2019 году всего 6,5. В 2025 году, кстати, жду на Netflix документалку «Последний черно-белый телевизор». Я позырил. Что? Расскажите лучше, что будете хавать в праздник. Я планирую не заморачиваться особо и заказать какой-нибудь фастфуд на всех. Нет, я не конченый. Просто в отличие от вас, я соблюдаю японские традиции.
В общем, в 70-х годах в Японии появились точки KFC. И один из менеджеров услышал, как иностранцы скучают в Рождество по индейке. Он решил замутить пиар-компанию, в которой ресторан сделает замену индейки и будет продавать специальные рождественские наборы курицы прямо под Рождество. Сработало. Даже японцы, у которых Рождество это не национальный праздник, начали потихоньку покупать его в эти дни. И это так всем понравилось, что в 1974 году это стало общенациональной традицией. Кентукки на Рождество. И спустя столько лет, чтобы соблюдать традиции сейчас, надо заказать порцию очень заранее, или же стоять часовые очереди в ресторане. Ну, это японцы. Можно всегда так описывать факты про них. Не пробуйте провернуть это у нас, кстати, и принести на Новый год фастфуд. Скорее всего, вас изобьют. Больно. Потому что в Новый год у каждого уважающего себя человека должен быть следующий стартер-пак. Мандарины, селедка под шубой, бенгальские огни, холодец, бухой друг и, конечно же, оливье. И вообще не зовите меня на свой Новый год, если там нет оливье. Оливье. Ну и как вы все прекрасно знаете, один из главных ингредиентов там огурец. А что если я вам скажу, что вы едите его неспелым? Что? Да, многие из вас это знали, но я нет. Я понятия не имел, что огурцы относятся к семейству тыквенных, и когда они созревают, то приобретают рыжий цвет, как, собственно, и тыква. Но такие плоды никто есть не будет, потому что они сильно горчат. И это при том, что я родился и вырос в деревне. Я видел желтые огурцы, только не придавал этому никакого значения. Что-то желтое на грядке? Наверное, так и нужно. Бабушка с этим разберется. Жаль, что она не в силах была сделать так, чтобы я праздновал Новый год 2 дня подряд. Но вы можете решить эту проблему сами. Вам всего-то нужно гнать на острова Ратманова и Крузенштерна, или как их еще называют, острова Диомида. Один, у которого территория побольше, относится к России, а второй к США. Между островами, помимо государственной границы, проходит линия перемены дат. Между ними разница всего лишь около 4 километров, но при этом разница во времени аж 21 час. Жесть. Так вот, сначала вы можете встретить праздник на Большом острове, а потом сразу рвануть на Малый. Так вы не только сможете отметить Новый год 2 раза, но и за короткий промежуток времени побывать сразу в 2 странах. Ну, как рвануть? Переплыть, как это делали экстремалы разве что. Только смотрите, чтобы вас не поймали за жопу за незаконное пересечение границы. Вообще мило. Смотря на Большой остров, вы смотрите в будущее. Это ли не доказательство путешествия во времени? Но сейчас, как вы понимаете, не до путешествий. После того, как мы снимем ролик, я наконец схожу погуляю в место, где нет людей, в какой-нибудь парк. К сожалению, я знаю только один парк, где точно не встретишь ни одного человека. Но и гулять там я бы не хотел. Да и не получится. Представляю вашему вниманию самый маленький в мире парк! Называется Mills End Park, и расположен он в Портленде, штат Орегон. По размерам это скорее клумба, но не будем задевать честь и достоинство этого места. Оно вообще-то в книгу рекордов Гиннесса даже внесено. Изначально там должен быть установлен фонарный столб, но он там так и не появился, а само место заросло сорняками. Один из журналистов Oregon Journal, Дик Фаган, который из окна своего кабинета увидел эту заброшенную дырку, решил ее облагородить, посадив там цветы. Скучнее истории сложно придумать, конечно, но он это тоже понимал, а поэтому решил придумать некую легенду. Однажды, сидя в офисе, он увидел, как в этом самом месте посреди сорняков копается гном. Дик рванул туда, чтобы быстрее его поймать и загадать желание. Да, именно так это и работает. В общем, Фаган захотел иметь свой собственный парк, но размеры его он, к своему сожалению, не уточнил. Поэтому Лепрекон решил ему подогнать в имение эту самую никому не нужную дырку посреди дороги. Мораль сей басни гласит: будьте осторожны со своими желаниями, а то вас обманет гном-ублюдок из открытого космоса. Что? Поднимите бровь те, кто думает, что эта история еще тупее оригинала. Быстро опусти. Так как я с тобой не согласен, это всего лишь забавная шутка, и на самом деле прикольно, что такие шутки поощряют. Вы даже не представляете, как этот парк важен для горожан. Его один раз переносили из-за строительства дороги, но потом вернули в это же самое место. Каждый год его тематически наряжают на всякие праздники. Но что меня больше всего поразило, люди из Великобритании пожаловались в книгу рекордов на то, что парк вообще-то должен быть огорожен, и поэтому самым маленьким должен считаться наш парк, Принцесс Парк. Что вы думаете произошло? Когда все узнали об этом, в Mills End парке появился маленький заборчик и фигурка вооруженного солдатика. Теперь парк в безопасности. Милее истории сложно придумать.
К сожалению, создатель всей этой истории не дожил до дня, когда его владение официально объявили городским парком. Он был бы рад. А я рад, что вы ничего не знаете о песне Jingle Bells, которую все слышали. И вообще-то она напрямую связана с пришельцами. В 1965 году НАСА запускает космические аппараты по программе Gemini. В одном из таких, который назывался Gemini 6A, сидели вот эти ребята – Уолтер Шира и Томас Стефорд. Что? GTA 6? Неважно. Они в какой-то момент полета сообщили на Землю, что видят некий объект, который двигается по определенной траектории с севера на юг. Оператор на Земле уже был готов напрячься, но тут происходит следующее. Один из пилотов говорит, что ему нужно кое-что достать и... начинает играть песню Jingle Bells на губной гармошке, а его напарник начинает играть на своих бубенцах. Как бы странно это не звучало. Да, они якобы увидели неопознанного летающего Санта-Клауса и решили всех поздравить с наступающим. Произошел пранк, который по итогу оказался очень даже масштабным. Это именно та гармошка, которую он использовал. Да, это скорее брелок, но она реально играет. Я купил ее в специальном кейсе с космическим кораблем, ведь фирма теперь козыряет тем, что их инструмент — первый инструмент в космосе и хранится теперь в музее. Jingle Bells также теперь официально первая песня в космосе. И я ее даже специально выучил к этому выпуску. Ага, сами попробуйте сыграть на этом говне. Что? И ведь они это придумали. Купили инструменты, порепетировали, похихикали, пронесли их незаметно на борт. Да, я тоже удивился, но оказывается, много чего проносили в космос без ведома. Как именно они это сделали, конечно, история умалчивает. Но по итогу я бы сказал, что они пранканули всю планету. Было бы круто, конечно, если бы после того, как начали говорить про странный объект, связь случайно прервалась. Я вижу какой-то объект. Он вступил в контакт. Прости. Вот придумают люди какую-то дичь, а потом это в книге рекордов видишь. Но следующий случай просто дичь. Без рекордов. Одна из самых крупных американских компаний по производству мороженого Ben & Jerry's в прямом смысле этого слова закопала себя заживо. Ну, точнее, не себя, а свое мороженое. Что? Короче, они придумали пиар-ход в 1997 году и рядом со своей фабрикой создали кладбище, где похоронили 4 их мороженого, которое они уже не производят. Если вы думаете, что это вершина тупости, то возьмите и сделайте лучше, как говорится. Со временем усопших становилось все больше, и сейчас это реально целое кладбище, на котором вы можете прийти и поплакать над своим любимым вкусом, которого уже нет в живых. Остается теперь только один вопрос. Чтобы что? Спасибо за просмотр. Ну что ж, надеюсь, это было интересно и вы узнали нечто новое для себя. Еще бы, никто ж по идее такое специально не загуглит. Ну все, наконец-то праздники, и мы пару деньков будем отдыхать. Благо у меня уже есть Сонька новая, так что я найду чем заняться. Это я к тому, что если вы не знаете, что дарить себе или кому-то близкому, то это реально годный вариант. Я даже не знаю, что может быть более желанным под конец этого года. И я просто уже гаммую больше месяца, когда есть свободное время. И это реально новый уровень, скажу я вам. SSD-диск без шуток позволяет загружать уровень за секунды. Я с прошкой сравнивал, разница просто колоссальная. Не успеваешь даже телефон схватить во время загрузки. Мы уже прошли Astro's Playroom, Sackboy, колду, хоть я по сети все еще играю. А сейчас проходим Человека-паука, и в каждой из этих игр потрясающе работает новый DualSense. Вот это реальный Next Gen, который вы точно рано или поздно попробуете. Стрелять и ощущать всю эту вибрацию — одно удовольствие. Наушники тоже недавно купил, так как хотел все фишки 3D звука оценить.
зашло. Прям кинотеатр почти. В общем, это я к чему. Мне искренне нравится эта консоль. И вообще я Sony Boy знатный. Но попробовать эти ощущения точно должен каждый. В описании ищите ссылку на новую PlayStation 5 Digital версию без дисковода и PlayStation 5 с Blu-ray, которая у меня как раз, потому что дисков много старых. По ссылке в описании вы найдете более подробную информацию про консоль. Кстати, если PlayStation Plus еще докупить, то там пак крутейших игр из коллекции PlayStation Plus дадут. Дерзайте, а я пошел подводить итоги года. Всем привет! Я привез с собой команду, и мы решили вас поздравить с наступающим или уже с наступившим Новым годом. Ребята, а я теперь не знаю, что сказать. Классическое поздравление, как всегда, мы его не записываем заранее, мы не прописываем слова, мы говорим от души. Ну, просто Чистая так, как импровизация. чистая импровизация, как она есть. Да, ребят, спасибо вам большое, что были целый год с нами. Мы говорим это каждый раз стандартная такая вещь, но это правда от души. Мы рады, что вы уже какой год с нами, поддерживаете нас. Я говорю почти то же самое, что и ты. Какая разница? Ну, ребят, на самом деле год был тяжелый, к сожалению. Классическая. Да, 2020. Все вам будут говорить в поздравлении в новогоднем, все блогеры, что год был тяжелый. Ну, это правда. На самом деле, да. И надеюсь, что следующий год у вас будет лучше. Ну, потому что у многих действительно были прям сильные проблемы в этом году. Мы не просто надеемся, мы желаем, Ну чтобы да. он у вас был лучше. Это Надеемся, правда. что наши видео хоть как-то поднимают вам настроение и помогают чуть-чуть отстраниться от этого, от плохих новостей 2020. Мы специально не говорили как раз вот про вот эту хворь, да, ничего. Потому что знали, что вокруг это все творится, и нужно как-то чем-то другим, ну, в общем, вас радовать. Развлекать. Ну, то есть, да, нам хотелось просто вас развлечь, пока творится какая-то полная шляпа. Я не хочу, чтобы это продолжалось. Ребят, я хочу путешествовать и снимать вам ролики из разных стран. Мы уже практически были, мать вашу, можно это сказать, да, а может быть и... Зачем ты это говоришь? Тихо-тихо, я запикаю. Вот, чтобы никто... Они прочитают по губам. В общем, да, мы практически были готовы уже улететь, и тут бац, и все, нет вам никакого контента из-за У границы. нас даже этот выпуск написан. Да, в общем, такие пироги. Спасибо вам большое еще раз. И давайте мы с вами по классике. Вот вы там, да, налейте себе, что вы там пьете. А Как раз в ролике было традиции. традиция. Это Да. Традиция. Детское новогоднее шампанское. В этот раз Робби Баббл. Да, прямиком из детства. Помню даже эту рекламу. Я не знаю, где ты, Лех, его надыбал, но это очень круто. Я сейчас бы... Да, продолжайте что-нибудь говорить, а я сейчас Да, буду я раскрывать. как говорить, когда тут бахнет. И Да, потом я кстати. еще испугаюсь, и все будут говорить, Надо не Алёха говорить. же не боится или чего, а тут пробка. Все нормально, все нормально. Кота он подожди. испугался. Надо не говорить, а готовить стаканы. Если кто не понял, это все на лайв-канале есть. А. Подписывайтесь на лайв-канал. У нас в прошлый раз мы сказали, что мы будем делать туда контент, но пока его мало, потому что мы не успеваем. В этом году там столько всего. Просто заходите и смотрите. Фейлы. После каждого выпуска выходит бэкстейдж, как мы его снимали. Так что, пожалуйста, переходите, поддерживайте. И если там будет 500 тысяч подписчиков, кстати, сейчас там 300 с чем-то. Ну да, и будет 500, я что-нибудь там крутое разыграю, я вам обещаю. Так что давайте, Запомнили. Держите заходите. его за язык. Да. Запомнили. Сейчас бахнет. Короче, Боюсь. С наступающим или С с Новым Новым годом, что кричать? я не знаю. Ну как-то это бы... Ты чё? Быстрее, быстрее! А, нет, все нормально. Все нормально. У меня стакан. Готовьте свои я стаканы. Самый большой. Да что? Ладно. Тихо, без И пафоса. без, да, все равно ничего не получилось. Лей. Все нормально. У Чего меня, так мало? между прочим, своя. А у меня новогодний. Ну Ой, чё, хороший? вкусно, Персиковый, вкусно. персиковый. Это персиковый, да. Да. Ну что, давайте. Мы с Этот вами... стакан мы поднимаем за вас. Да. Тынь-тынь-тынь. С Новым годом, ребят! С новым счастьем! Главное, не болейте. Здоровье не купишь к 100. Вот такой вот. Ну, мне, кстати, не понравился. Вообще говно какое-то. Господи, я так обожаю персик. И тут они будут. Чисто срань. Ура! Хорошо, пошла безалкогольная, как всегда. Ну-ка, Следующий. ну-ка, взяли. Ну-ка, по палке. Давай. Это тебе. Ты зажигайся. Подносите. Ты зажигайся, да, мы тут от тебя. Главное не спалить квартиру, этого еще не хватало. Главное не спалить декорацию. С Новым годом! Гадом. Блин, надеюсь, он не будет гадкий год. 2021. Как же я надеюсь. Да. Выключи свет Чтобы этот, вы- выключи свет, быстрее, 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 быстрее. Быстрее, Леха!
Вырубай! Вырубай! Лех, аккуратно! Аккуратно! Давай, сюда! Это было тяжело. Прям за душу. За душу! С Новым годом, ребят! Мы вас С Новым любим! С годом! Новым годом! Увидимся в следующем видео. Всем пока! Ну что, было? В этот раз было бодрее, чем всегда. Я думаю, что да. Да, шампанское. Дерьмо. Шампанское, конечно, дерьмо.